Люди привыкли думать о быках только со страхом или как о полезных животных. В нашем воображении это огромные, почти сказочные существа, горы мышц, острые рога, копыта. Мы видим их на аренах в Испании, где они олицетворяют ярость, или на фермах, где они просто цифра в производстве. Мы редко задумываемся о том, что под этой толстой шкурой бьется сердце, которое умеет тонко чувствовать, а за грозным взглядом может прятаться душа, раздавленная одиночеством. История быка по кличке Гром заставляет нас по-другому на это посмотреть. Это рассказ о том, как нежный великан провел 1,5 года в таких условиях, которые любого живого существа свели бы с ума. Это история о том, как одна цепь может остановить жизнь и как одна встреча может запустить ее заново. Представьте себе мир размером не больше 2-3 квадратных метров. Это не комната и не загон, а бетонная коробка. Именно здесь Гром провел свои первые 18 месяцев. Для молодого быка, которому по природе нужно много пространства, бег и исследование территории, это заточение было медленной пыткой. Вокруг него были серые кирпичные стены, покрытые пылью и копотью. Под копытами не было ни травинки, ни кусочка мягкой земли, только холодный, жесткий бетон, который со временем разрушает не только копыта, но и волю к жизни. Воздух в этом помещении был тяжелый, пропитанный запахом аммиака и застоя. Но самым страшным здесь была цепь. Тяжелая, ржавая, она крепилась к толстой металлической перекладине. Длину цепи рассчитали с жестокой точностью, и ее хватало ровно на то, чтобы Гром мог сделать 1 шаг к кормушке и 1 шаг назад. Он не мог развернуться. Он не мог почесать бок о стену. Он не мог полностью вытянуться, когда спал. Каждое его движение сопровождалось лязгом металла, звуком, который за 1,5 года стал единственной музыкой его жизни. В глазах Грома застыло равнодушие. Это была не злость, а полное отсутствие надежды. Летом в эту мрачную клетку вошел человек по имени Николай. Он представлял организацию, которая помогает сельскохозяйственным животным. Но для Грома он стал чем-то большим, он стал первым существом, которое посмотрело на него с любовью, а не с выгодой. Когда Николай приблизился, случилось то, чего никто не ожидал. Можно было подумать, что бык, замученный людьми, набросится. Но Гром, этот огромный бык, способный одним движением головы сбить человека с ног, проявил невероятную нежность. Он медленно потянулся к Николаю. Его огромный влажный нос коснулся руки спасителя. Гром начал лизать его ладони, будто пытаясь понять, неужели этот теплый человек, пахнущий свежим воздухом, настоящий? Николай не просто осматривал животное. Он разговаривал с ним, гладил по мощной шее и обещал, что это их последняя ночь в темноте. В ту минуту между человеком и быком возникла невидимая связь доверия, которая стала основой всей дальнейшей истории. Наступил решающий момент. Николай подошел к тому месту, где цепь крепилась. Вся процедура освобождения заняла не больше минуты, но эти 60 секунд значили для Грома больше, чем вся его прошлая жизнь. Мы часто думаем о свободе как о чем-то отвлеченном, но для этого быка у нее был вполне конкретный звук — щелчок открывающегося карабина. Когда тяжелое кольцо соскользнуло с шеи и с глухим стуком упало на бетонный пол, в сарае наступила тишина. Гром замер. Мышцы его шеи, привыкшие к постоянному давлению металла, сами собой напряглись. Он все еще стоял в той же позе, в которой провел последние 500 дней. Его мозг отказывался верить, что невидимая преграда исчезла. Николай сделал шаг назад, приглашая быка идти за ним. Гром медленно, почти неуверенно, переставил переднюю ногу. Цепь не натянулась. Он сделал 2-й шаг. Тишина. 3-й шаг вывел его из привычной зоны заточения. Его ноги, не знавшие нормальной нагрузки, слегка дрожали, но с каждым сантиметром в нем просыпалась древняя, заложенная природой сила. Поняв, что пространство вокруг него теперь безгранично, Гром взорвался. Это был не просто бег, это был восторг. Огромный бык весом в несколько сотен килограммов начал прыгать. Он подбрасывал задние копыта к потолку, резко разворачивался и брыкался, как маленький теленок на первом весеннем лугу. В его движениях не было изящества в обычном смысле,
но в них была высшая красота жизни, которая прорывается наружу. Особую роль в этом торжестве сыграла солома. Для узника бетонного пола гора свежей, золотистой соломы стала входом в рай. Гром делал с ней невероятные вещи, он буквально нырял в нее головой, зарываясь по самые рога. Он подбрасывал огромные охапки в воздух, устраивая свой собственный соломенный салют. Он падал на колени и терся мордой о мягкие стебли, впитывая их запах, запах солнца и полей, которого он был лишен. Другие коровы и быки, стоявшие в своих стойлах, замерли. Они смотрели на Грома так, будто увидели пришельца. Он стал для них символом невозможного. В этот момент Гром не просто радовался, он исцелялся. Каждое его движение вымывало из памяти месяцы неподвижности и боли, но спасение не ограничилось одним сараем. Дальше предстоял путь в новый дом, реабилитационный центр, расположенный среди зеленых лугов. Гром, который раньше не видел ничего дальше кирпичной стены, проявил удивительное спокойствие. Он полностью доверился Николаю и без колебаний зашел в грузовик. Когда двери грузовика закрылись, Гром в последний раз вдохнул спертый воздух своего старого жилища. Это было окончательное прощание. Машина тронулась, и каждый километр пути отделял его от прошлого, где он был просто вещью, и приближал к будущему, где он станет личностью. Когда приехали, Грома ждало новое потрясение. Его вывели в загон, который был больше всей его прежней фермы. Там было небо. Там был ветер. И там было так много соломы, что она казалась океаном. Едва копыта Грома коснулись этой новой земли, его танец начался с новой силой. На этот раз это было уже не просто удивление, а понимание: «Я дома». Самый сильный, самый трогательный момент наступил, когда первая эйфория утихла. Николай зашел в загон к Грому, чтобы просто побыть рядом. Бык, который только что носился как бешеный, мгновенно успокоился. Он медленно подошел к человеку. Не для того, чтобы попросить еды. И не из любопытства. Гром сделал то, что обычно делают собаки или кошки, существа, которых мы называем домашними питомцами. Он склонил свою огромную голову и нежно положил ее на ногу Николая. Это был жест полного доверия и благодарности за доброту. Тяжелая голова быка лежала на колене человека. Николай гладил его по лбу, и в этой тишине было сказано больше, чем в любых речах о правах животных. Это было признание: «Ты спас меня не только от цепи, ты спас меня от одиночества». В этом контакте двух разных видов скрывалась величайшая правда: сострадание не знает границ между биологическими видами. История Грома не закончилась в тот день. Он стал символом для сотен других животных. Реабилитационный центр, куда он попал, спас уже больше 500 голов скота из таких же условий. Каждая корова, каждый теленок, попадающий туда, проходит тот же путь от цепи и бетона к траве и ласке. Случай с Громом показал миру, что сельскохозяйственные животные — это не безликие ресурсы. У них есть свой характер, у них есть память, и, самое главное, они умеют быть счастливыми. Николай и его коллеги продолжают свою работу каждый день, доказывая, что наше отношение к тем, кто слабее нас, это и есть настоящая мера нашей человечности. Сегодня Гром живет такой жизнью, о которой он не мог даже мечтать в своем темном стойле. Он видит, как меняются времена года, он чувствует дождь на своей шкуре, он общается с другими быками. Но каждый раз, когда Николай проходит мимо его загона, Гром бросает свои дела и подходит к ограде. Их связь осталась такой же крепкой, как в ту первую ночь. Это напоминание всем нам о том, что даже самую тяжелую цепь можно разбить, если найдется человек, которому не все равно. Гром больше не прикованный бык. Он — доказательство того, что жизнь победила жестокость. И его танец продолжается в каждом спасенном сердце.